Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же строит планы на вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, здесь сразу же мне показывает, что у вас разочарование в любви, разочарование в отношениях, в какой-то определенной женщине. У кого-то может проиграться, что разочарование вообще во всем женском роде. Но я вас уже спешу утешить, что это разочарование не продлится очень долго, потому что вы все равно ждете от жизни своего рода шанс. Шанс на новые отношения, шанс на то, что у вас изменится ваша ситуация вот как раз с женщиной. Причем те, у кого сейчас, вот допустим, еще есть отношения, да, потому что это общий расклад, если вы живете с женщиной, и неважно, гражданский это брак, либо же это официальный брак, вот вы точно так находитесь, как будто у разбитого корыта. Вы не знаете, как двигаться дальше и как жить дальше с этой женщиной. У кого-то из вас может даже возникать мысль, что, а может быть, разойтись, да, я больше так не могу. Я не могу больше жить с этой снежной королевой, так продолжаться не может. Но вас однозначно как-то вот связывают какие-то финансовые моменты. Это может быть машина, квартира, да, у кого-то дети, но вы живете в тотальном вранье. Вот, ребят, я сейчас обращаюсь к тем, кто живет с женщиной. Вы живете во вранье. Причем вы можете даже об этом знать, но снова-таки вот этот вот материальный, квартирный, какой угодно вопрос, он вас еще держит. Он не дает вам разойтись. Но я думаю, еще немножечко. Ну реально, вы настолько живете в таком аду, ну действительно, вы в аду живете, в таком кошмаре, что вы поймете в один прекрасный момент, либо уже поняли, что ну с меня хватит, так продолжаться не может. Жизнь очень скоротечна, ребят, вы это все прекрасно понимаете, и жить с человеком, ну да, ну ради квартиры, ну я честно, я не понимаю, конечно, таких моментов, ну приходить к человеку, к соседу, ну фактически вот как соседи, да, я этого не могу понять. Смотрите, вы человек очень подвижный, вы активный, вы либо же имеете свою машину, либо же может быть связана как-то вот работа, это может быть за рулем работа, это могут быть какие-то поездки, командировки, ну то есть движение – это ваша жизнь. Вы человек вообще такой очень активный, импульсивный. Вы из тех, кто может сидеть и тут же пулей сорваться и помчаться куда-то в другое место. Ну, то есть Фигаро тут, Фигаро там, вот это как раз про вас. Вы знаете, вот даже в каких-то моментах, как любимчик судьбы, у вас были такие моменты в жизни, когда ну, действительно, и вы, окружающие, могли диву даваться, что, ну, елки-палки, вот как манна небесная, да, какие-то ситуации, какие-то люди, которые вам помогали, ну, как будто реально посланы были свыше, чтобы в чем-то помочь, да, в чем-то спасти в какой-то ситуации. То есть у каждого это проиграется по-разному, и как раз вот именно когда вам было плохо, когда, может быть, вы были на грани, да, жизни и смерти, на грани там каких-то возможностей, вот вам судьба, вам вселенная, вам высшие силы, как угодно называйте, вот посылали нужных людей в нужное время, посылали нужные ситуации, да, вот и наталкивали, направляли вас, чтобы вы сделали определенный правильный вывод. Вы человек, который, вот казалось бы, да, вы ну, довольно сильный человек, я не скажу, что вы такой вот размазня, извините, да, нет, ни в коем случае, вы очень такой действительно мужчина, который и сам твердо стоит на ногах, и другим может помочь. Но вот то, что касается каких-то вот личных таких вот проблем, вот вы периодами раскисали. Вот вы раскисали, вы настолько сильно переживали, вот у кого произошло действительно разрыв, конфликт, да, вот такие ситуации, вот именно в личной жизни. Вот здесь, конечно, ваша слабинка. Слабинка, которую вы,
кто-то даже еще не отпустили, да. Хоть вы и находитесь на расстоянии с женщиной, есть среди вас такие, кто до сих пор не может ее забыть, не может отпустить и так далее. Вот вы все еще на что-то надеетесь, а надеетесь вы на последний шанс. Вот она придет, она, может быть, изменится, может быть, она попросит прощения, вот в таком плане, понимаете? То есть вот эта карта, она сейчас нам очень-очень понятно показывает. Вы других женщин можете не замечать, а вы ждете, что появится та одна единственная, которая накосячила, которая уже сделала больно, из-за которой вы страдаете, переживаете, и которая, в принципе, разрушила вашу жизнь. Но других вы не хотите, поэтому есть среди вас и такие. Напишите, ребят, отпустили вы свою женщину или нет. Давайте по-честному только, вот все напишите. Давайте теперь смотреть, кто же строит планы на вас. Вот это поворот. Ух ты! Вот это поворот. Смотрите, вы, в общем-то, вы женщинам нравитесь. Я вот могу вас утешить, даже если вы не обращаете внимания. Во-первых, вы нравитесь не одной женщине. Это женщины разных возрастов. И планы на вас строит, в общем-то, как минимум 2, а то и 3 женщины. Я сейчас объясню, кто это. Во-первых, сейчас, конечно, вы будете в шоке. Шок ваш будет по колено. У кого-то проиграется даже, что ваша бывшая зазноба, которая предала вас, которая разбила вам, по факту она разбила вам сердце, да? Пусть и в переносном смысле, но женщина глубоченные, такие довольно глубокие раны вам сердечные нанесла. Она будет объявляться к вам. Она имеет планы на вас, но какие планы? Чисто финансовые. Финансовые, плюс ей одиноко. Вот знаете, это очередная ее такая манипуляция, уловка, когда вот мне плохо, я вспоминаю о тебе, и ты мне нужен, как никто другой. Вот это из этой сказки, понимаете? Когда она понимает, что рядом нет того жезлика, на котором она когда-то прыгала, и он ее так восвояси отправил, и она понимает, что другие жезлы не спешат к ней на помощь, она вспомнила про муженька, да, вот хоть он и бывший, но, естественно, это будет касаться скорее тех, кто, ну, более-менее так недавно разошелся, не 100 лет назад, да, а вот, ну, плюс-минус, там, месяцы, годы, ну, там, год-два, вот, когда небольшой срок. Хотя у некоторых и через несколько лет объявляются и рассказывают, что вот я жить без тебя не могу, я все поняла, да, вот, ну, как бы гуляла несколько лет. Потом, когда женихи закончились, она вспомнила вроде бы как о муже, да. Это подобная ситуация. Там финансовые проблемы, там проблемы одиночества, там немножко может депрессничок у нее быть. Поэтому она начала вспоминать о вас, она начала вспоминать то, что вы для нее делали в свое время. И, конечно же, она думает, что вы будете такой же, да? Вот вы все простите, потому что она знает, что вы добряк по своей сути, да? Какой бы вы там импульсивный, активный, взрывной бы не были, все равно она знает, на какие кнопочки надавить. Но я думаю, этот номер у нее не пройдет. Она может к вам проявиться вот именно с примирением. Такая вся бедная овечка, бедная несчастная. Она может даже про любовь, морковь рассказывает, как ей плохо было без вас. Ну, просто держите ухо востро, ребят. Не ведитесь на это, потому что это будет чистой воды манипуляция. Ну, просто финансы хочется девочки, да? Назовем ее девочка. Плюс ей плохо одиноко, а инстинкты у нее никто не отнимал, да, потому что она очень любит интим, она любит регулярный интим, а когда у нее накрылся медным тазом, ну, можно и с вами пороманить, да, поэтому держите ухо востро. Далее, еще какая женщина имеет на вас планы и что она от вас хочет. Смотрите, ну вам таки везет, ребят. Это уже у нас даже, кстати, не один раз выпадала такая ситуация вот в раскладах. Какая-то женщина, причем замужняя,
Ух ты! Это может быть, сейчас я уточню. Ой, божечки, что это я уже... Что это у меня тут все перепуталось? Ребят, это не вы мне тут карты перепутали? Не, вроде ж ничего не перепутано. Смотрите, эта дамочка, она может быть, кстати, я сейчас вас еще больше добью. Эта дама может быть женой какого-то вашего знакомого либо друга. Может быть, соседа у кого-то, коллеги проиграется. Ну, то есть вот в таком плане. То есть это жена мужчины, которого вы знаете, может быть, в отношениях, да, вот поняли, у кого-то может быть даже родственник, может, это жена брата окажется, которая имеет виды на вас. Она довольно неплохо выглядит, она приблизительно, ну так, среднего возраста, она ухаживает за собой, она, ну так, среднего, может быть, такая, ну, стройного телосложения, не толстая, не худая, как раз такая хорошая, фигуристая. Но она имеет на вас виды, вот вы ей нравитесь. Ну, понятно, что вы ей нравитесь в таких целях, естественно, пороманить. Напишите, ребят, у кого резонирует, да, может быть, вы даже замечали. Где-то вот, кстати, вы в компании даже пересекались, там, где вот рюмочка чая, может быть, день рождения, вот какие-то посиделки, может быть, там, я не знаю, на природе на шашлыках, но где-то в компании вы с ней пересекались, вы могли даже замечать вот ее такие слащавые взгляды, может быть, улыбки, флирт в ваш адрес. Ну, это такая, знаете, ну, заманушка была. Вот если бы вы повелись тогда еще в компании, вы могли бы где-то там в кустах уже с ней и поработать, да, в позе Рекса. То есть это женщина, которая имеет на вас виды, но опять-таки, да, она строит планы, ну чисто как на любовника. Ну, конечно же, это не на отношения, потому что она, в общем-то, она имеет, знаете, она может даже иметь авторитет, она может, ну, как бы в обществе, скажем так, слыть очень такой примерной, хорошей женой, но на самом деле она далеко не примерная. И там у них в доме с мужем, конечно же, страсти кипят, они и ссорятся, там разные бывают ситуации, но они стараются особо ссор из избы не выносить. Поэтому обратите внимание, какая женщина вот именно где-то среди ваших вот знакомых, мужчин, да, опять-таки повторюсь, это могут быть друзья, коллеги, соседи, у кого как проиграется. Ну, то есть однозначно эту семью вы знаете, причем вы были с ними как-то вот в компаниях, где-то что-то вы отмечали. Так, ну и давайте еще посмотрим, нравитесь вы кому-то еще или нет. Кто имеет планы, вернее, на вас, да? Смотрите, еще какая-то есть дама, она одинокая. Вот эта дама, сейчас я уточню. Эта дама, может быть, даже недавно разошлась. Вот у нее была личная трагедия, она сейчас одинока. Но вот вы ей нравитесь. Но это такая, знаете, вот симпатия со стороны скорее. Потому что вот к отношениям она не готова. Но вот глядя просто на вас, ну, скажем так, из окна, да, она вот просто для себя думает, что вот хороший мужчина, да, вот если бы вот такого себе иметь мужчину, было бы неплохо, вот в таком плане. Но сейчас она, конечно, разбита, добита, у нее сейчас жизненный тупик. Там, скорее всего, был недавний такой развод, разрыв, там была большая любовь. Поэтому она пока не отпустила эти отношения. А вами вот она любуется. Она моложе вас. Она может, скорее всего, быть блондинка. Ну, тоже, если вы вот кого в своем окружении знаете, можете подумать. Но там еще свежие душевные раны. Пока с ней нет. С ней пока не получится отношения, еще раз говорю, потому что человек глубоко травмирован, а то, что она, ну так, издали как-то симпатизирует вам, но вы же понимаете, что это совсем не та история, да, вам нужно здесь и сейчас, вам нужно устраивать свою личную жизнь, в конце концов, и ждать, пока она там будет грустить и тосковать, ну, как-то это не для вас, да. Поэтому у вас будет своя женщина, ребят, в любом случае. У вас появится вот своя императрица, своя королевишна. Но это будет уже совершенно другая история. Это будет чуть попозже. Немножечко подождите.
Это не самое ближайшее время, пусть вас это не огорчает, это недолго все равно. Но это станет ваша единственная женщина, с которой как раз у вас получится отношения. И даже вот те из вас, кто, вот я говорила в начале расклада, да, кто семейный, кто вот в таких токсичных, ужасных отношениях живет, у вас большая вероятность, что вы тоже найдете новую женщину, и как раз она может стать вот вашим таким толчком. Вот толчком окончательно поставить точку. И уже никакая машина, квартира уже не спасет ваши отношения, потому что вы влюбитесь по самые уши. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!